Если бы да кабы... Можно вспомнить и еще один фразеологизм, но здесь его нельзя изложить. Фантазировать можно много. И кто-то даже может прийти к выводу, что сейчас мы были бы культурными европейцами. Но нужно отталкиваться от планов, которые реально существовали. Территория. Немцы планировали разделить СССР на несколько регионов: Украина, Московия, Кавказ, Туркестан и Остланд. Украина должна была быть намного больше, чем сейчас. Это и континентальная часть, и Крым, и Краснодарский край. Остланд – это Восточная Европа и Прибалтика, в том числе Беларусь и Польша. С Московией, Кавказом и Туркестаном все должно быть понятно. Очевидно, что немцы планировали делиться землей с японцами, поэтому о планах на Сибирь и Дальний Восток мало что говорится. Некоторые историки и просто фантасты считают, что Рейх не смог бы решить вопрос с руководителями страны восходящего солнца мирно. Вероятно, что возник бы новый глобальный конфликт. По этому поводу сложно что-то сказать. История начала развиваться иначе. Сибирь с Дальним Востоком, конечно, азиаты сейчас пытаются завоевать путем колонизации. Но это не тема видео. Промышленность и сельское хозяйство. Во-первых, немцы планировали вывозить максимальное количество сырья с территории СССР. Этим, собственно, сейчас занимаемся мы сами, только в нынешних реалиях другие государства платят деньги, а при победе Рейха ресурсами бы немцы пользовались как своими. Крупные промышленные предприятия немецкое правительство на территории СССР планировало сохранить. Это разумная идея. Зачем рушить то, что можно успешно с пользой эксплуатировать? Что касается сельского хозяйства, то здесь немцы планировали получить много. Поэтому они считали, что в СССР, на территории бывшего СССР, должны остаться колхозы и совхозы. Эта форма ведения хозяйства нацистов вполне устраивала. Население. Для немцев славяне были унтерменшами, людьми второго сорта. Не такими, конечно, как евреи. Часть русских планировалось уничтожить. В литературе фигурирует число в 30 миллионов человек. На их место на территорию России прислали бы жить немцев. С оставшимися славянами планировалось поступить по-разному. Часть хотели угнать в Германию, чтобы русские там выполняли тяжелую и непрестижную работу. Часть хотели оставить на территории СССР. Фабрикам нужны рабочие, а земле – крестьяне. Еще с какой-то частью планировали сотрудничать. Русские, верные Германии, должны были занимать мелкие административные и руководящие должности. Социум и политика. Немцам не нужны были умные русские, поэтому образование должно было быть ограничено 4 классами. Естественно, хотели запретить все кружки, общественные организации, кроме национал-социалистических. Советским гражданам планировали оставить их паспорта, чтобы не тратить время на смену документов. На новых территориях должен был бы ходить рубль, который стоил бы в 10 раз дешевле марки. Рабочим на заводах предлагалось установить зарплату в 1500 рублей, при средней стоимости обеда 50 рублей. Это очень мало. На селе хотели разрешить иметь приусадебный участок. В городах население должно было сильно сократиться, до того количества, которое необходимо, чтобы нормально функционировали заводы. Меня очень удивляет, когда я слышу или читаю мнение о том, что если бы Советский Союз проиграл эту войну, у нас сейчас было бы все как в Европе, и все были бы сыты и довольны. Эти товарищи вообще хоть немного понимают, о чем они говорят? Скорее всего, они даже не в курсе, какие планы были у Гитлера по поводу нашей страны. Нас бы просто не было. А те, кому бы посчастливилось родиться, оставались бы рабами до конца своих дней. В целом, картина грустная, и на реализацию плана отводилось 25 лет. К счастью, у Гитлера ничего не вышло. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.